Всем привет, с вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, все мы с нетерпением ждали 23 августа, ведь на эту дату был назначен телефонный митинг между нашими адвокатами и государственными ответчиками на тему срока выдачи резерва 9000 виз для DV 2020. В этом видео я расскажу, о чем стороны в итоге договорились и что всех нас ждет дальше. Итак, поехали! Как всегда, более подробно вы можете почитать в первоисточниках, в твиттер-аккаунтах наших иммиграционных адвокатов, ссылки на которые я оставлю в описании. А если опустить все ненужные детали и выделить лишь основное, ничего нового во время этого созвона озвучено не было. Каждая из сторон, как и раньше, стояла на своем, не желая уступать. Наши адвокаты требуют распределить и выдать резерв до 31 января, то есть в течение следующих 5 месяцев. А вот государственные ответчики требуют начать выдавать резерв не раньше наступления 2023 фискального года. Хороший момент тут в том, что государственные ответчики, кажется, подготовлены плохо, и на многие вопросы наших адвокатов отвечали так, словно совсем не в курсе того, как обстоят дела. Так, например, они говорят, что компьютеры не настроены на выдачу прошлогодних виз, но даже не знают, находятся ли кейсы на данный момент в системе. Говорят они о том, что выдача резерва сейчас точно спровоцирует коллапс и негативно отразится на выдаче других категорий виз, которые имеют более высокий приоритет. Но на самом деле DV-виза это всего лишь капля в море среди других категорий, и выдача даже 9000 виз по всему миру практически никак не отразится на глобальном процессе. О том, как и где посмотреть официальную статистику выдачи иммиграционных и неиммиграционных виз всех категорий, я рассказывал в других видео, ссылки на которые сейчас появятся вот здесь и в описании. Обязательно ознакомьтесь с ними, откройте статистику и посмотрите, как много других виз выдается ежемесячно, даже несмотря на практически неработающее посольство, и вы поймете, насколько абсурдны слова государственных адвокатов. Как итог, стороны договорились встретиться в среду 25 августа и озвучить свои решения судье Мехти, за которым и будет последнее слово. Как вы помните, судья давал время как раз до 25 августа, и если стороны не договорятся, обещал назначить сроки самостоятельно. Так что ждать осталось недолго, и вполне возможно, что хорошие или не очень новости появятся уже в ближайших несколько дней, и мы обязательно сообщим о них максимально оперативно. Напоминаю, что эта информация касается только победителей DV 2020, но я надеюсь, что и новости для DV 2021 тоже не заставят себя ждать. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.